Дорогие мои друзья, всем здравствуйте! Вы на канале Твой Мир. Меня зовут Наталья. Дорогие мои милые, любимые, я вас благодарю за ваши лайки, комментарии, подписки, за свет, за тепло, за заботу обо мне. Это очень приятно. Я вас благодарю, благодарю, благодарю. Дорогие, давайте посмотрим сегодня расклад для знака зодиака Рыбы на февраль 2023 года. Рыбки, что-то у вас тут все падает. Давайте, рыбы, первая декада месяца. Смотрите, рыбы, у вас первая декада месяца вообще знаменуется прекрасно. У вас здесь и победа, и вы получаете свои долгожданные результаты, и вы рады вообще, ну, как бы у вас эмоции зашкаливают, вы довольны всем, что у вас есть. У вас есть и деньги, и отношения, и чувства. Вы знаете, вот такое ощущение, как будто вы до такой степени, ну, получили куш от Вселенной, да, что прям вот каждая ваша, ну, мечта, так хочется сказать, сбывается. И здесь карта Колесо Фортуны, которая говорит о том, что вы это заслужили, вы заслужили такой благоприятный период, да, вы заслужили такой момент, и вам это все по судьбе, то есть... Ну, сколько уже можно, хочется сказать, страдать, да, давайте уже будем счастливы. Вот, рыбы, это для вас. Вы на февраль месяц, первой декаде месяца, вы будете абсолютно счастливы. Кто-то получит свое вознаграждение, кто-то получит свое признание, кто-то получит вообще свои вот эти эмоции. То есть, знаете, как вот здесь... Вы будете получать желаемое, ну, все, что вы хотели, все исполнится, понимаете, исполнение желаний, какие-то проекты, все здесь будет получаться просто благополучно. И вы довольны тем, что у вас есть. Вторая декада месяца, февраля для вас. Потянулось 2, пускай остается 2. Смотрите, рыбки, вторая декада месяца для вас. Первое, что у нас знаменуется, это материальным благосостоянием. Если вы король пентаклей, мужчина, да, то здесь эта карта может показывать, что вы свои вот эти заслуги, да, которые у вас есть, какую-то свою карьеру, которую вы строите, вы показываете, что вы несерьезно к этому относитесь, понимаете, вот такой момент. А на самом деле... Ну, я такую фразу скажу, вы только не обижайтесь, да, вам хочется, чтобы вас считали таким простачком немного, а на самом деле вы очень умный, очень мудрый и очень такой серьезный мужчина вот в этом аспекте, да. И здесь вторая декада февраля, она знаменуется тем, что вы будете начинать неким... знаете, либо некий такой романтик, но только-только начало вот этих отношений. Либо, если вот здесь мы все-таки говорим о карьере, это говорит о том, что, возможно, к вам придет на работу некий молодой человек, которого еще надо учить и учить, который, ну, как бы вот так серьезно к этому не относится. Потому что, ну, он еще такой, знаете, иллюзорно строит замки, и у него все в красивых радужных цветах, и чтобы все желания исполнялись по дуновению ветра и взмаху волшебной палочки. Если вы все-таки женщина, да, но обладаете вот такими энергиями короля пентаклей, то здесь карта говорит о том, что вы можете оказаться между 2, а то и 3 партнерами на выборе, понимаете? Вот такой вот момент тоже имеет место быть, и я его скажу. И вы здесь просто поймите, что один из них такой более достаточно перспективный человек, который уже как бы в возрасте, уже и знает, и связи у него, и финансы у него есть, и как бы с ним такая более или менее стабильная ситуация, да, получается. Не более или менее стабильная, но вы же должны понимать, что мужчина такого уровня требует такую себе женщину. Второй претендент во всей этой ситуации — это такой человек, который карьерист, который строит карьеру, который думает, как заработать, как продвинуться, как где-то с кем-то наладить контакты. У него еще, знаете, такой процесс
действие, он только идет туда. То есть, если уже король Пентаклей имеет это все, то рыцарь Пентаклей все-таки к этому только движется. И паж кубков это вообще некий такой юноша, молодой, который, но он может быть и не молодым. Здесь тоже не привязывайтесь, да, это говорит о том, что он инфантил сам по себе. То есть он несерьезно относится, у него все так легко. Он такой весь очаровашка, обаяшка и только рассказывает сказки, как я говорю, да. И вот здесь вы можете оказаться вот в этой ситуации дурака, как бы не понимать, что вам... И либо, знаете, так вот, несерьезно к ним вообще, ко всем троим относиться. Вот тоже такая история может быть. Другой момент, что здесь все-таки мы видим, что может сама ситуация, да, которая вот сейчас в таком состоянии некого одурачивания, да, ситуация незнания выбора, она просто наберет свои обороты. То есть здесь, ну, можно так сказать, что некое начало новое, да, которое вы там какие-то замки простраивали в плане него воздушное, да, оно обретет, скажем так, свою силу, и вы поймете, что вы можете реализовать, пусть даже самую там безумную какую-то идею, и вы сможете дойти до результатов, когда просто, знаете, как скажут, ну, надо же, такое бывает, что человек вот кажется из какой-то бестолковой идеи, а, ну, грубо говоря, там получил Нобелевскую премию, понимаете? Ну, то есть это будет какая-то такая серьезная оценка, которая вообще попадет, скажем так, в закрытый какой-то круг общения, да, то есть она не всем даже будет доступна. Такое тоже имеет место быть, поэтому смотрите, кому что ближе. Здесь, как бы, как говорится, расклад общий. Людей много, информация одна, разновариантная. Давайте посмотрим для вас, рыбы, третью декаду месяца. В третьей декаде, знаете, как у вас идет? Давайте я так расскажу. Первый вариант. Первый вариант это, если вы куда-то вкладывались, да, какие-то деньги вы свои вкладывали, здесь велика вероятность некого краха. Или если вы планируете эти деньги вложить куда-то, то пока на этой неделе этого не делайте. Да, вот на третьей декаде. Пока сберегите то, что у вас есть. Потому что есть велика вероятность того, что будет какая-то потеря или утрата. Еще посмотрим на совет, там станет яснее, что к чему и почему. И второй вариант, это то, что... Знаете, то, что вы когда-то не доделали, да, что-то там вы кому-то, возможно, не вернули, у кого-то нехватка этих денег. То есть вот здесь придется ответить, ну, по заслугам. То есть от вас, от ваших накоплений все-таки какой-то кусок упадет тому, кому вы должны. Ну и смотрите, опять выходит карта справедливости, которая говорит о том, что каждый получит по заслугам, да, кому... Скажем так, каждому прилетит свой бумеранг, рыбы. Вот почему-то у вас, по-моему, даже в январе было, насколько я помню, вот у вас какой-то такой момент с тем, что какая-то трансформация у вас серьезная, рыбы, проходит тоже. Вот здесь смотрите, да, по карте справедливости, хочу в третью декаду еще вернуться. Вот здесь либо завершить какое-то начатое дело, на которое у вас как бы уже нету сил, да, как будто вы уже не хотите. То есть вы когда-то там сделали, условно месяц назад там, да, сделали так-сяк и решили, что ну хорошо, все пойдет. И все, вот вы тут уже сидите такой довольный, никуда не пойду, ничего делать не буду. Вот здесь вам надо вернуться и доделать этот момент. Потому что даже как бы вы там не говорили, что не хватает времени, все равно придется вернуться туда и доделать. И по карте справедливости, конечно, здесь вот предупреждаю еще раз, да, перевожу, предупреждать я не имею права, я перевожу, что говорит карта. Она говорит о том, что если вы поступаете честно, вы получаете... Ну, давайте так, плюшки. Если вы поступаете нечестно, вы получаете нагоняй. Поэтому здесь, пожалуйста, будьте внимательны. Решать, конечно, только вам. Я только говорю, что говорят карты. Ответственность за свою жизнь вы несете сами. Вот такой вот расклад у меня, рыбки, для вас получился. Я вам желаю всего светлого, доброго,
гармоничного, любви, доверия, уважения, гармонии. Я желаю, чтобы каждый ваш день был наполнен волшебством. Я вам желаю, чтобы вы каждый свой день